Глава 2121. Женщина в черном. Стены города были сложены из гигантских синих камней и имели высоту в несколько сотен футов. На стенах стояла вооруженная дьявольская стража, и все казалось таким же, как в обычном дьявольском городе. Прямо впереди были огромные городские ворота, перед которыми стояла группа дьявольских стражников с алебардами. Гуань Ян пришвартовал свою лодку к берегу возле городских ворот, а затем проводил Хань Ли до ворот. Он явно был хорошо знаком с вооруженными алебардами-охранниками, стоявшими перед воротами. И после короткой беседы они разрешили Хань Ли войти в город без какого-либо досмотра. Хань Ли стоял у городских ворот и оценивал ряды упорядоченных зданий поблизости, прежде чем бросить Гуань Яну несколько дьявольских камней среднего уровня. «Спасибо за вашу щедрость, старший», — сразу же сказал с благодарностью Гуань Ян. Вообще говоря, он мог получить только 1 или 2 дьявольских камня среднего уровня за то, что привел дьявольское существо высокого уровня в город Голубого водопада, но Хань Ли выдал в несколько раз больше, поэтому он, естественно, был в восторге. Хань Ли просто пренебрежительно махнул рукой, показывая, что Гуань Ян может уйти. Однако Гуань Ян на мгновение заколебался, оглядевшись, чтобы убедиться, что никто не обращает на них никакого внимания, быстро прошептал: «Старший, возможно, вы можете пойти в дом обширного происхождения, чтобы посмотреть, смогут ли люди там удовлетворить ваши условия». После этого Гуань Ян поспешно отвесил уважительный поклон и ушел, прежде чем Хань Ли успел задать какие-либо вопросы. «Дом обширного происхождения, а?» Хан Ли пробормотал себе под нос, когда на его лице появилась слабая улыбка. Ограничение на полеты, естественно, все еще действовало в городе Голубого водопада, поэтому Хань Ли остановил повозку, запряженную зверем, прежде чем попросить, чтобы его отвезли в самый большой магазин в городе. Водитель сразу же сделал, как ему было приказано, и Хань Ли сел в карету, скрестив ноги, рассеянно глядя в окно и размышляя, что ему делать дальше. Город Голубого водопада был явно гораздо более оживленным и шумным, чем средний большой дьявольский город, и по улицам бродило множество дьявольских существ. Большинство из этих дьявольских существ находились только на стадии конденсации ЦИ или стадии заложения основы, но среди них также была значительная часть высокоуровневых дьявольских существ в стадии трансформации божества и стадии пространственной закалки, и он даже заметил 2 дьявольских лордов. К этому моменту повозка, запряженная зверем, проехала всего несколько улиц и не выехала даже из одного угла города. Внезапно Хань Ли увидел знакомую фигуру, и выражение его лица резко изменилось. Он пристально посмотрел на элегантную фигуру, которая стояла спиной к нему и шла в магазин, затем покачал головой с намеком на разочарование в глазах. Это не она, аура этой женщины совершенно другая. Кроме того, даже если она вознеслась из мира людей, она сейчас была бы в царстве духов. Она никак не могла появиться в царстве старших дьяволов. Но это женщина. Почему она так похожа на нее? Может быть, мое психическое состояние стало довольно нестабильным из-за моего быстрого прогресса в моей базе совершенствования. Имея это в виду, Хань Ли поспешно активировал свою технику очищения духа и закрыл глаза, чтобы медитировать. Элегантная фигура была дьявольской женщиной с черной вуалью на лице, и ее сопровождали в магазин несколько дьявольских существ высокого уровня. Вдобавок ко всему, на ее теле был слабый слой черной ци, из-за которого никто не мог определить ее внешний вид. Конечно, Хань Ли мог бы принудительно оценить ее внешний вид с помощью своего мощного духовного чутья, но он был обеспокоен тем, что это привлечет внимание могущественных существ высшего уровня в городе. В этот момент дьявольскую женщину уже сопровождала в магазин ее свита высококлассных дьявольских существ, и пожилой мужчина, который оказался владельцем магазина, немедленно примчался с несколькими работниками, прежде чем они все поклонились. Затем владелец магазина пригласил женщину в секретную комнату, прежде чем почтительно поприветствовать ее. «Я кланяюсь уважаемому посланнику. Я уже все приготовил, и все готовы, чтобы его увезли в любое время. Молодец, лавочник Ля. Я сказала вам об этом только позавчера, а вы уже все приготовили. Похоже, ваши таланты здесь тратятся впустую». Голос женщины был чрезвычайно прелестен, напоминая голос поющей иволги. «Вы слишком добры, уважаемый посланник, я только делаю то, что мне говорят», поспешно ответил владелец магазина Ля с льстивой улыбкой. «Шихо, иди и принеси все предметы», сказала женщина рогатому дьявольскому мужчине рядом с ней. «Да, юная 7-я госпожа». Дьявольский человек дал утвердительный ответ, прежде чем последовал за одним из сотрудников из комнаты. После этого женщина просто молча сидела в кресле. Пожилой мужчина и высококлассные дьявольские существа тоже почтительно стояли в комнате и молчали. Примерно через 15 минут дьявольский мужчина и сотрудник вернулись в комнату, прежде чем сообщить этой женщине, что все собрано. Женщина кивнула в ответ, прежде чем внезапно спросить: «Как долго вы работаете в этом магазине, лавочник Ля?» Услышав это, сердце лавочника Ля слегка дрогнуло, и он поспешно ответил:
Я работаю в этом магазине с тех пор, как меня перевели сюда около 200 лет назад. 200 лет, а? Это довольно большой срок. Я уверена, что вы довольно сильно набили свои карманы за это время. Владелец магазина Ляа был в ужасе, услышав это. Нет ли тут какого-то недоразумения, уважаемый посланник? Я всегда старательно управлял этой лавкой и не совершал никаких нарушений, нельзя же так бездоказательно заявлять. Я буду той, кто решит, совершили ли вы какие-либо проступки или нет. «Муси, покажи ему доказательства», — сказала женщина с холодной улыбкой, прежде чем внезапно указать на одного из сотрудников, сопровождавших владельца магазина. Да, юная седьмая госпожа. Количество и цены продажи, а также все торговые партнеры магазина за последние почти 20 лет, все были записаны здесь для вашего изучения. Сотрудником был молодой человек, которому на вид было от 16 до 17 лет, и он сразу же вытащил черную бухгалтерскую книгу и уважительно шагнул вперед. Лицо лавочника Ляа мгновенно побледнело, когда он увидел это. Женщина взяла бухгалтерскую книгу в свои руки, прежде чем внимательно изучить ее. Как и ожидалось, это отличается от бухгалтерской книги, которую вы мне на днях дали. Вы уже так много присвоили, и это только за период менее 20 лет. Что вы можете сказать о себе? Муси, как ты смеешь собирать все эти ложные улики, чтобы изобличить меня? Юная седьмая госпожа, у него личная вендетта против меня, так что бухгалтерская книга определенно фальшивая. Я узнаю, подделка это или нет, как только применю к тебе технику поиска души. Если это правда, то ты можешь умереть без вины, а если подделка, я убью его, чтобы отомстить за тебя», — сказала женщина со слабой улыбкой, но от ее слов лавочник Ляа почувствовал себя так, как будто его погрузили в ледяную яму. Внезапно пожилой человек издал отчаянный крик, взмахнув рукавом по воздуху, мгновенно создав желтый талисман среди взрыва черной ци, заполнившей комнату. Он лихорадочно размахивал талисманом, отчего его тело вдруг начало погружаться в землю. Подумать только, что простое существо на стадии формирования ядра осмеливается разыгрывать эти маленькие трюки в моем присутствии. Дьявольский человек по имени Шихо холодно усмехнулся, прежде чем внезапно сделать хватательное движение. Воющий ветер мгновенно пронесся по всей комнате, чтобы рассеять черную ци, и в то же время тело лавочника Ляа было полностью обездвижено. Таким образом, он застрял половиной тела в земле. «Пожалуйста, пощадите меня, юная седьмая госпожа. Я верну все, что присвоил». Лавочник Ляа закричал, демонстрируя ужас и отчаяние. Женщина слабо вздохнула, прежде чем щелкнуть пальцем по воздуху, и полоса черного света вырвалась вперед, прежде чем пронзить его глобеллу. В то же время Шихо убрал руку, и тело лавочника шлепнулось на землю. «Жаль, что ты слишком много присвоил и уже все продал. В противном случае я была бы не против сохранить тебе жизнь. Муси, с этого дня ты здесь владелец магазина. Шихо, береги себя». «А нам нужно посетить еще несколько магазинов», — сказала женщина, прежде чем подняться на ноги и спокойно выйти из комнаты. Муси немедленно упал на колени, чтобы выразить свою благодарность в приподнятой форме, в то время как Шихо открыл рот, чтобы извергнуть вспышку черного дьявольского пламени, которая мгновенно испепелила тело пожилого человека, прежде чем также уйти. «Это самый большой магазин во всем городе?» — спросил Ханли, нахмурив брови, оценивая слегка обветшавший павильон перед ним. Над дверью висела большая табличка с надписью «Радужный павильон». Этот радужный павильон может показаться не таким уж примечательным, но это определенно самый большой и самый старый магазин в городе, старший, уверенно ответил кучер кареты. Хорошо, я загляну внутрь. Ханли все еще был настроен скептически, но перед тем, как отправиться к павильону, он дал кучеру несколько дьявольских камней. Как только он вошел в павильон, то уловил намек на слабые пространственные колебания, после чего перед ним предстал массивный зал площадью в несколько акров. Так это маленькое пространство Сюми, созданное с использованием пространственного дьявольского сокровища. Похоже, что кучер не лгал, размышлял Ханли, заинтригованно осматривая свое окружение. Глава 2122. Покупки. Огромный зал был разделен на две четкие секции, одна из которых представляла собой обычный магазин с рядами каменных полок и прилавков, на которых были расставлены всевозможные сокровища и материалы. За каждой секцией прилавка длиной около 100 футов стояла молодая и красивая женщина-служанка, а около дюжины дьявольских существ покупали различные предметы возле прилавка, в то время как женщины-служанки предлагали помощь там, где это необходимо. Что касается другой половины зала, то она была скрыта за лазурным световым барьером, а у входа в световой барьер стояли два сотрудника в лазурных одеждах. За барьером также было несколько полок, на которых были размещены некоторые сокровища, которые явно были намного более ценными, чем те, что снаружи. Брови Ханли слегка нахмурились, когда он выпустил часть своего подавленного духовного давления.
Несмотря на то, что он только выпустил ауру поздней стадии пространственной закалки, все в зале сразу же заметили его присутствие и повернулись к нему с благоговением в глазах. Прямо в этот момент из-за светового барьера вышла дьявольская женщина с превосходной внешностью и более высокой базой совершенствования по сравнению со служанками снаружи. На вид ей было лет 25, и ее парчевые одежды еще больше подчеркивали ее красоту. Она грациозно подошла к Ханли, затем слегка опустила голову и сказала: «Добро пожаловать в наш радужный павильон, старший. Меня зовут Сяо Ян, и я заместитель продавца здесь. Я могу вам помочь». Женщина была высокоуровневым дьявольским существом стадии преобразования божества. «Я слышал, что это самый большой магазин во всем Голубом водопаде. Это правда?» — спросил Ханли. «Я бы не осмелилась заявить об этом, но у нас определенно самый широкий ассортимент среди всех магазинов города», — с улыбкой ответила Сяо Ян. «Понятно, тогда похоже, что я попал в нужное место. Я хочу купить большое количество определенных предметов в вашем магазине», — кивнул Ханли. Сяо Ян была в восторге, услышав это, и поспешно ответила: «Для нас большая честь, что вы решили выбрать наш павильон, старший. Пожалуйста, следуйте за мной к VIP-кабинкам на 2-м этаже». Учитывая базу культивирования, которую продемонстрировал Хань Ли, большие количества, о которых он упомянул, определенно влекли за собой огромные возможности для бизнеса павильона. Хань Ли не возражал против этого, и поэтому женщина повела его к лестнице. Вскоре Хань Ли сидел в элегантно обставленной комнате и потягивал чашку ароматного серебряного чая. Сяо Ян стояла рядом с ним с улыбкой, когда она сказала: «Этот дьявольский чай Тара — особый местный продукт из нашего озера Голубого водопада, который может успокоить ум и улучшить концентрацию, а наш павильон получает всего несколько десятков килограммов этого в год. Так что это довольно редкое лакомство. Это действительно исключительный чай, но его эффективность практически незначительна для тех, кто находится на моей базе совершенствования», — небрежно сказал Ханли. «Конечно, этого следовало ожидать. Могу я спросить, какие предметы вы ищете, старший? Пока они есть в нашем павильоне, мы обязательно удовлетворим ваши потребности в меру наших возможностей», — сказала с улыбкой Сяо Ян. «Чужеродный дьявольский металл и кровавый рис», — предельно лаконично ответил Хань Ли. Выражение лица Сяо Ян не изменилось, когда она услышала первый пункт, но ее выражение немного изменилось при упоминании второго пункта, и она внезапно замолчала. «Есть проблема?» — спросил Хань Ли. По правде говоря, поставку чужеродного дьявольского металла довольно легко организовать. Это редкий материал, но у нас есть много запасов на нашем складе, поэтому я могу отвезти вас на них прямо сейчас. Что касается кровавого риса, его довольно сложно найти, слегка неловко ответила Сяо Ян. Прежде чем приехать сюда, я слышал, что в Голубом водопаде действуют очень строгие правила в отношении кровавого риса, и что можно покупать только 2 куска в год, но наверняка у павильона такого калибра будут какие-то альтернативные пути, которыми он может воспользоваться, сказал Ханли, подняв бровь. «Кажется, вы совершенно не знакомы с производством кровавого риса в этом районе, старший», сказала Сяо Ян с кривой улыбкой. «Я только что прибыл сюда, так что я действительно совершенно не знаком со всем. Не могли бы вы объяснить мне ситуацию?» Спросил Ханли. «Это не конфиденциальный вопрос, поэтому я, безусловно, могу раскрыть вам информацию. Не будет преувеличением сказать, что наш радужный павильон сможет получить в свои руки значительное количество любого другого типа сокровищ или материалов, но поставки кровавого риса напрямую регулируются поместьем городского лорда, и мы можем получать только определенное количество от поместья городского лорда в год. Наш магазин может быть одним из крупнейших в городе, но у нас действительно не так много запасов кровавого риса. Кроме того, продажи кровавого риса должны быть зарегистрированы в соответствии с правилами поместья городского лорда, и каждый год проводятся строгие проверки», — объяснила Сяо Ян. «Значит, для переговоров вообще нет вариантов?» — спросил Ханли, слегка нахмурив брови. Сяо Ян на мгновение колебалась, прежде чем ответить. «Мои искренние извинения, но это действительно выходит за рамки моих возможностей. Однако, если вы ищете только на 2 или 3 штуки больше, чем оговоренный лимит, то я могла бы придумать способ предоставить их вам, презрев риск быть отруганным моим начальством. Но я боюсь, что это предел того, что я могу сделать. Хе-хе, если бы я искал так мало, зачем бы я пришел в ваш радужный павильон? Так и быть, если это невозможно сделать, тогда давайте вместо этого обсудим чужеродный дьявольский металл. Сколько кусков этого металла есть в вашем павильоне, и какую цену вы можете предложить?» — спросил Ханли. Так случилось, что несколько дней назад мы получили новую партию чужеродного дьявольского металла, так что у нас на складе сотни штук. Сколько вам нужно, старший? Если вы хотите купить большое количество, я могу предложить за очень хорошую цену, уверенно ответила Сяо Ян. Принеси их мне, бесстрастно ответил Ханли. Услышав это, Сяо Ян не могла не вздохнуть. Все,
Я правильно поняла. Думаешь, я шучу? Спросил Ханли, его глаза слегка сузились. Ся Ян подавила волнение в своем сердце, когда она ответила. Я бы не осмелилась так думать. Пожалуйста, подождите минутку, старший. Я попрошу кого-нибудь принести вам весь наш запас чужеродного дьявольского металла для изучения. Хань Ли просто кивнул со слабой улыбкой, прежде чем замолчать. Вскоре после этого Ся Ян лично сопровождала Хань Ли из радужного павильона. Он остановил повозку, запряженную животными, прежде чем дать указание вознице отвезти его в другой большой магазин. Таким образом, Хань Ли посетил 6 крупных магазинов подряд и скупил почти все их запасы чужеродного дьявольского металла, но он уперся в стену, когда дело дошло до кровавого риса. Все эти крупные магазины выразили неспособность продать ему большое количество кровавого риса, но это ничуть не обескуражило его. Той ночью он забронировал номер в гостинице, а на следующее утро продолжил ходить по магазинам города Голубого водопада. Однако в этот раз он обошел все средние магазины. Таким образом, он пробыл в городе Голубого водопада 7 дней и посетил почти все магазины города, купив при этом огромное количество чужеродного дьявольского металла. Такое большое количество чужеродного дьявольского металла, естественно, стоило астрономическую цену, но это составляло лишь небольшую часть огромного богатства Хань Ли. Однако, даже после покупки такого количества чужеродного дьявольского металла, он не нашел ни одной из этих таинственных кристаллических бусин и остался очень разочарован. Однако он не сдался и продолжил покупать чужеродный дьявольский металл в других магазинах города. Что касается кровавого риса, то он даже не удосужился упоминать о нем в небольших и средних магазинах. В результате этого по всему городу стало известно, что посторонний человек покупает огромное количество чужеродного дьявольского металла, но большинство людей не обращали на это никакого внимания. Учитывая популярность города Голубого водопада и количество дьявольских существ, посещающих город, такое происшествие было далеко не редким. Однако нашлись люди, которые заинтересовались этой новостью. На 8-е утро Хань Ли только что вышел из гостиницы и собирался окликнуть запряженную зверем повозку, когда перед ним внезапно появился дьявольский человек с льстивой улыбкой. «Я слышал, что вы покупаете большое количество чужеродного дьявольского металла, старший. Не хотели бы вы увидеть чужеродный дьявольский металл, который есть в моей коллекции?» Хань Ли взглянул на дьявольского человека и обнаружил, что он находится только на стадии зарождения души, поэтому он небрежно ответил. «Я покупаю только оптом, если у вас есть только несколько штук, не беспокойте меня снова. Уверяю вас, старший, я не посмею приставать к вам с таким небольшим количеством чужеродного дьявольского металла. У меня и моих товарищей есть очень большое количество чужеродного дьявольского металла, который, я уверен, вас заинтересует, старший», — продолжил дьявол. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это, но он все еще был довольно скептичен. «Понятно. Где сейчас твои спутники? Если они за городом, то забудь об этом. Уверяю вас, старший, мы с товарищами остаемся в павильоне бессмертной обители в городе», — поспешно ответил дьявольский человек. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, когда он услышал это, и он проинструктировал. «Хорошо, тогда иди вперед. Глава 2123. Ую. Дьявольский человек был в восторге, услышав это, и сразу же махнул рукой, после чего рядом с ним и Хань Ли остановилась запряженная животными повозка, которую он окликнул ранее. Хань Ли сел в карету с дьявольским человеком, и карета быстро умчалась. Несколько часов спустя Хань Ли оказался в уединенном зале с несколькими незнакомыми дьявольскими существами, собравшимися перед ним. Среди группы дьявольских существ был молодой человек с красным дьявольским узором на переносице. Он явно был лидером группы, и он сложил кулак в приветствии и сказал с улыбкой. «Меня зовут Ую, я собирался пригласить вас сюда несколько дней назад, но задержался по некоторым причинам, которыми я должен был заниматься». Несмотря на то, что молодой человек, казалось, нес сокровище сокрытия ауры, Хань Ли все же сразу смог установить, что он находится на поздней стадии пространственной закалки. Все остальные в группе, кроме него, были только на стадии преображения божества, и большинство из них были на ранней стадии преобразования божества. «Я слышал, что у вас есть большое количество чужеродного дьявольского металла. Это правда?» Хань Ли сразу же перешел к делу, как только он и Ую сели. «Конечно. Иначе я бы не пригласил вас сюда, уважаемый Даос», — ответил Ую с улыбкой. «Понятно. Сколько у вас чужеродного дьявольского металла и какую цену вы предлагаете?» — спросил Хань Ли. «Прежде чем мы обсудим это, я должен сказать вам еще кое-что, и мы сможем продолжить нашу дискуссию только в том случае, если вы не возражаете против того, что я собираюсь сказать дальше. В противном случае, я боюсь, вам придется уйти с пустыми руками», — ответил Ю, когда на его лице появилось серьезное выражение. «Слушаю», — ответил Хань Ли с улыбкой.
Я вижу, что вы также очень прямолинейный человек, уважаемый Даос. Он повернулся к своим спутникам и сказал: идите и подождите меня снаружи, я позову вас, как только мы закончим нашу дискуссию здесь. Ую отдал инструкцию другим дьявольским существам в своей группе, и все они дали утвердительные ответы, прежде чем уйти в уважительной манере, включая дьявольского человека стадии зарождения души, который привел сюда Хань Ли. После этого Ую взмахнул рукавом по воздуху, чтобы вызвать несколько дьявольских сокровищ в форме черных значков, которые образовали барьер черного света, изолировавший их двоих от внешнего мира. Выражение лица Хань Ли мгновенно изменилось, когда он увидел это, и он стал еще более заинтригован, желая услышать, что хотел сказать Ую. Было ясно, что это очень важное дело. Простите меня, уважаемый Даос, но я должен принять необходимые меры предосторожности, прежде чем мы начнем нашу беседу, сказал Ую извиняющимся тоном. Это не проблема. Можем ли мы продолжить? Спросил Хань Ли с намеком на улыбку на лице. Конечно. Я принимаю эти меры предосторожности в первую очередь потому, что партия чужеродного дьявольского металла, находящаяся в моем распоряжении, была получена довольно недобросовестным путем. Я могу продать его вам весь по крайне низкой цене. Но вы должны дать присягу на ваших внутренних демонах, что вы никому не расскажете о нас, что бы ни случилось после сделки, серьезным голосом сказал Ую. Итак, вы хотите сказать, что хотите, чтобы я взял на себя полную ответственность за любые последствия, вытекающие из нашей сделки? Равнодушно сказал Хань Ли. Хе-хе, вот почему мне нравится работать с такими умными людьми, как вы, уважаемый Даос. Если вы покинете город сразу после того, как мы завершим нашу сделку, тогда никаких проблем не возникнет. Я только принимаю эти меры предосторожности на всякий случай, сказал Ую с улыбкой. Мне кажется, что вы пытаетесь избавиться от чужеродного дьявольского металла как можно быстрее, прежде чем вас выследят, усмехнулся Хань Ли. Улыбка Ую исчезла, и он серьезно сказал. Вы можете думать все, что хотите. Все, что я вам говорю, это то, что эта партия чужеродного дьявольского металла связана со многими сторонами. Конкретные детали не касаются вас. Но вам решать, хотите ли вы его приобрести или нет. Если я откажусь купить эту партию чужеродного дьявольского металла, я предполагаю, что вы не собираетесь позволять мне уйти? Сказал Хань Ли после короткой паузы. Это не так. Я не сделаю вам ничего плохого, я только буду использовать секретную технику, чтобы стереть ваши воспоминания о нашем разговоре, заверил Ую. Это неплохая идея, но когда речь идет о духовном смысле, даже самые глубокие секретные техники могут потерпеть неудачу, и я определенно не собираюсь позволять кому-то накладывать на меня ограничения, холодно усмехнулся Хань Ли. Значит ли это, что вы не желаете принять эту сделку? Выражение лица Ую также мгновенно значительно похолодело. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, когда он усмехнулся. Конечно, мне интересно. Почему бы мне не заинтересоваться такой фантастической сделкой? Скажите мне, сколько у вас чужеродного дьявольского металла и за сколько вы его продаете? Я возьму все, что у вас есть. Ую был в восторге, услышав это, и ответил. В таком случае мне не придется стирать ваши воспоминания, но вам все равно придется дать клятву своим внутренним демонам. У меня нет проблем с этим. Однако давайте сначала обсудим условия сделки. Возможно, я не захочу принять ее, если у вас недостаточно чужеродного дьявольского металла, чтобы заинтересовать меня, сказал Хань Ли. 2000 штук будет достаточно, чтобы заинтересовать вас. Ую наконец раскрыл количество чужеродного дьявольского металла, которым он владеет. 2000 штук. Хотя Хань Ли уже был морально готов, он все равно был очень удивлен, услышав такое большое количество. Это было практически эквивалентно количеству чужеродного дьявольского металла, которое он получил во всех магазинах, которые он посетил за последние несколько дней, и было весьма удивительно, что существо пространственной стадии закалки имело в своем распоряжении такой большой запас. Какую цену вы просите за него? Кроме того, если металл низкого качества, я смогу не принять его, без колебаний сказал Хань Ли. Будьте уверены, весь чужеродный дьявольский металл, который у меня есть, высочайшего качества. Что касается цены, то я беру на треть ниже, чем в других магазинах, сказал Ую. Я беру на себя такой огромный риск из-за снижения цены всего на треть? Это слишком много, сказал Хань Ли, покачав головой. В отличие от того, чтобы разозлиться из-за этого, Ую спросил с улыбкой. Тогда какую цену вы бы предложили? Я могу принять половину обычной цены. В противном случае я бы лучше отменил сделку, немедленно ответил Хань Ли, явно уже обдумав этот вопрос. К удивлению Хань Ли, Ую лишь кратко обдумал это, прежде чем кивнуть в ответ. Хорошо, тогда половина обычной цены. Пока вы даете обет своим внутренним демонам, эта цена не будет проблемой. Кроме того, сделка должна состояться как можно скорее.
как насчет того, чтобы мы встретились завтра? Конечно, если вы все еще беспокоитесь, вы можете взять с собой союзников. Хань Ли был несколько ошеломлен срочностью, проявленной у Ю, но он просто кивнул и сказал: «Хорошо, тогда увидимся здесь завтра. Что касается союзников, хе-хе, мы еще посмотрим. Вы действительно простой человек, уважаемый Даос. Тогда увидимся завтра», — сказал Ю с взволнованным выражением в глазах, сложив кулак в сторону Хань Ли в приветствии. Хан Ли поднялся на ноги и кивнул в ответ. «У меня еще есть кое-какие дела, которыми я должен заняться, так что сейчас я ухожу». Ю, естественно, не возражал против этого, и световой барьер вокруг них был снят, после чего он проводил Хань Ли до двери. Только после того, как Хань Ли исчез вдали, Ю махнул рукой в сторону других дьявольских существ, и все они вернулись в зал. «Тебе удалось договориться о сделке, брат?» — спросил дьявольский человек, который имел некоторое физическое сходство с Ю, как только он вошел в зал. «Уверяю вас, сделка заключена и состоится завтра», — с улыбкой ответил Ю. Человек-дьявол был в восторге, услышав это, и поспешно спросил: «Отлично. Наконец-то мы сможем выгрузить эту партию чужеродного дьявольского металла. Мы покинем город Голубого водопада сразу после совершения сделки. Конечно, мы немедленно уходим. Вы избавились от всех шахтеров?» — спросил Ю, повернувшись к дьявольскому мужчине средних лет. «Уверяю вас, босс, все, кто знает о том, что произошло, убиты. В качестве меры предосторожности я даже закрыл выход из шахты, так что даже если кому-то и удалось выжить, он никак не сможет сбежать в скором времени», — торопливо и уважительно ответил немолодой дьявол. «Хорошо. Мы уже нарушили правила, установленные основными семьями в городе, открыв частную шахту, и мы также наткнулись огромные залежи чужеродного дьявольского металла. Если об этом распространится новость, нас определенно выследят и убьют, поэтому мы должны продать все как можно быстрее и бежать из города, чтобы выжить», — обеспокоенно вздохнул Ю. «Но, босс, почему бы нам не взять чужеродный дьявольский металл и не продать его в другом месте, а не рисковать, продавая его здесь? Мы сможем продавать металл по более высокой цене и в другом месте», — возмущенно сказала дьявольская женщина. Ты действительно хочешь, чтобы мы все умерли? Если мы попытаемся покинуть город с таким количеством чужеродного дьявольского металла, нас точно убьют. Без всего чужеродного дьявольского металла главная сила в городе не будет пытаться выследить нас, пока мы успеем сбежать. Однако, если мы продолжим носить с собой чужеродный дьявольский металл, нас будут преследовать во всех уголках этого мира. Кроме того, во время моего недавнего изучения шахты, где появилось так много драгоценной руды, я обнаружил еще одну плохую новость, мрачно сказал Ю. Глава 2124. Дом обширного происхождения. Молодой дьявольский человек немного запнулся, прежде чем спросить: «Что такое, брат? Не усугубит ли это нашу нынешнюю ситуацию?» Другие дьявольские существа тоже очень испугались, услышав это. С помощью специальных тайных заклинаний мне удалось получить карту расположения подземелий в районе нашего рудника, и я обнаружил, что есть рудник, принадлежащий помещичьей усадьбе, расположенной недалеко от нашей. Судя по всему, это рудник с исключительным потенциалом, и даже поместье городского лорда еще не коснулось его, поскольку они сохраняют его на будущее, сказал Ю. «Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что обнаруженные нами залежи чужеродного дьявольского металла на самом деле принадлежат поместью городского лорда?» Ошеломленно спросил молодой дьявол. «Правильно. Приват, который мы тайно открыли, можно отнести к категории не более чем среднего рудника, так что там никак нельзя найти столько первоклассного чужеродного дьявольского металла. Скорее всего, мы случайно отклонились от первоначальной жилы шахты в процессе добычи и зарылись в шахту высшего класса, которая принадлежит поместью городского лорда. Похожие события случались в прошлом, просто нам очень повезло, что наша частная шахта так долго оставалась незамеченной охраной поместья городского лорда», — сказал Ю. Услышав это, на лицах всех появилось мрачное выражение. Поместье городского лорда находилось под покровительством священного предка Лан-Пу, так что оно, несомненно, было главной силой всего озера Голубого водопада. В этом районе были и другие силы, у которых также были видные сторонники, но никто из них не осмелился открыто противостоять поместью городского лорда. Они были всего лишь группой существ в стадии пространственной закалки и трансформации божества, поэтому для них определенно было бы фатально навлечь на себя гнев таких грозных культиваторов. Дьявольская женщина, которая предложила бежать из города с чужеродным дьявольским металлом, полностью отказалась от этой идеи, услышав это. Теперь, когда ты это знаешь, не пытайся извлечь из этого максимальную выгоду. Лучший возможный результат для всех нас — сбежать из озера Голубого водопада живыми. Поэтому я так спешу продать эту партию чужеродного дьявольского металла.
Даже если я продаю его по очень низкой цене, это все равно принесет нам астрономическую сумму дьявольских камней, которые могут быть потенциально спасительными козырями для нас. Конечно, если мы все сможем пережить это испытание, я разделю дьявольские камни со всеми, предостерегающе сказал Ую. Услышав это, лица всех немного смягчились, и все они ответили утвердительно. Что касается обмена, который должен был состояться на следующий день, то он никого особенно не беспокоил. В конце концов, это была очень недобросовестная сделка, и обмен происходил в довольно укромном месте, так что ни одна из сторон не осмелится что-либо предпринять. В противном случае, если бы они привлекли внимание других крупных сил, обе стороны столкнулись бы с большими проблемами. Несмотря на это, Ую все же подготовил некоторые меры предосторожности, которые он поручил принять своим подчиненным. Все, естественно, не возражали против этого, и все удалились из зала для выполнения возложенных на них обязанностей. В этот момент Хань Ли уже находился в повозке, запряженной животными, которая ехала к восточным городским воротам. Через несколько часов повозка, запряженная зверем, выехала из городских ворот, затем долго скакала по каменной дорожке, прежде чем остановилась у густого леса. Как только карета остановилась, Хань Ли вышел из нее и бросил взгляд в сторону леса. На опушке леса была небольшая извилистая тропинка, ведущая вглубь подлеска. Затем Хань Ли обратил свое внимание на массивное дерево рядом с небольшой дорожкой и обнаружил, что к стволу дерева была прибита приземленная желтая деревянная табличка, а на табличке чернилами были написаны слова «Дом обширного происхождения». Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он пошел по тропинке в лес. Пройдя несколько сотен футов, он свернул за угол и исчез из поля зрения. В этот момент впереди появился высокий широкоплечий пожилой мужчина в серой мантии. У мужчины была огненно-красная кожа и удивительно длинные и тонкие глаза. В настоящее время он был полностью поглощен чтением старой книги в серебряной обложке, которую держал в руке, прислонившись к дереву. Хань Ли обратил свое духовное чувство к пожилому человеку и обнаружил, что он был всего лишь культиватором преобразования божества, и его брови слегка нахмурились, когда он продолжил движение. Проходя мимо пожилого человека, он на мгновение выпустил ауру стадии пространственной закалки, прежде чем пройти мимо пожилого человека, даже не повернув головы. В это время пожилой мужчина продолжал читать книгу в руке, как будто он действительно был полностью очарован ею. Однако, когда Хань Ли свернул за угол и исчез из поля зрения, пожилой мужчина в сером быстро поднял голову, и по его лицу струился холодный пот. Какое мощное духовное давление! Этот человек — необычное существо на стадии пространственной закалки. Я должен уведомить всех остальных, чтобы предоставить ему проход в дом обширного происхождения, с дрожью пробормотал пожилой мужчина, прежде чем быстро нацарапать что-то на обложке старой книги пальцем. Тут же на старинной серебряной обложке книги появились несколько черных рун, которые затем мгновенно исчезли. После этого тело старика расплылось, и он мгновенно исчез из-под дерева во вспышке зеленого света. Вскоре после этого Хань Ли пошел по тропинке и пришел к пятиэтажному павильону, расположенному в центре леса. Весь павильон был построен из белого дерева, и тот факт, что этот деревянный материал слегка пожелтел от времени, указывал на то, что этот павильон существовал очень давно. В настоящее время перед павильоном стояла молодая женщина в зеленом. На вид ей было от 15 до 16 лет, и, похоже, она была служанкой. Как только Хань Ли вошел, она сразу же неторопливо подошла к нему, а затем сделала почтительный реверанс, вежливо говоря: «Господин, мы отдаем дань уважения старшему. Я служу в доме обширного происхождения и встречаю клиентов. Меня зовут Сиэр. Пожалуйста, идите со мной, наша юная госпожа ждет вас наверху». Молодая госпожа. Я не думал, что владельцем дома обширного происхождения будет женщина. Хорошо, идите вперед, кивнул Хань Ли, прежде чем проследовать за молодой женщиной к воротам павильона. Как только он вошел в павильон, его поразил необъяснимый холод, который почти заставил его содрогнуться. Но он смог избавиться от этого чувства после того, как магическая сила прошла через его тело. Затем он выпустил свое духовное чувство через окружающее пространство и сразу же обнаружил слабые колебания ограничений. Было ясно, что здесь было установлено сильное ограничение, и тот факт, что оно даже поразило его чувством опасности, было достаточным свидетельством того, насколько это было опасно. На первом этаже павильона было всего несколько простых столов и стульев, а на стенах висело несколько старинных произведений искусства. Хань Ли перевел взгляд на произведение искусства, которое было ближе всего к нему, затем взглянул на другие произведения искусства, прежде чем кивнуть самому себе со слабой улыбкой. На каждой из 4 работ было изображено ржавое медное зеркало, синий длинный меч, мерцающий холодным светом, мерцающее золотое копье и чернильно-черный значок. Все они были мастерски изображены и чрезвычайно реалистичны. Увидев это, в глазах Сиэр промелькнул намек на удивление. «Вы уже что-то заметили, старший?»
Удивительно, что вы смогли раскрыть секреты, скрытые в этих 4 произведениях искусства, за такое короткое время. Вашего проницательного взгляда достаточно, чтобы войти в сотню лучших среди всех покупателей, ступивших в наш дом обширного происхождения. Только в сотню? Равнодушно спросил Хань Ли. Пожалуйста, не недооценивайте эту сотню лучших, старшей. Большинство из них также были старшими стадией пространственной закалки, как и вы, а остальные обладают немного худшей базой совершенствования, но все они очень известные персонажи по разным причинам, поспешно объяснила Сиэр. Хе-хе, если бы кто-то поверил, что это всего лишь нормальные произведения искусства, он, скорее всего, рано или поздно погибнет, когда ощутит это ограничение. Формация, установленная в более темном месте, является здесь настоящим козырем, верно? Сколько из прошлых клиентов сумели определить это? Хань Ли холодно усмехнулся в ответ. Услышав это, глаза Сиэр расширились от удивления, и она ответила. «Ваша мудрость поистине непревзойдена, старший. Есть менее 10 клиентов, которым удалось увидеть сквозь формацию, и большинство из них были дьявольскими лордами. Если вы можете это сделать, вам не нужно будет проходить испытания на 2-м этаже, вы сможете сразу пойти и увидеть нашу барышню на 3-м этаже». Хан Ли, естественно, кивнул в ответ. «Хорошо, я с нетерпением жду встречи с владельцем этого дома обширного происхождения». Таким образом, Сиэр привела его на 2-й этаж павильона. Установка на этом уровне была немного другой. Кроме набора простых столов и стульев, по всей комнате были разбросаны горшки разных цветов, внутри которых было посажено множество неизвестных духовных растений и духовных цветов. Перед этими горшками стояла дьявольская женщина с копной седых волос, но набором удивительно юных черт лица. В данный момент женщина держала лазурный нефритовый пузырек, из которого на малиновое растение лилась струя прозрачной родниковой воды. Тетя Джу — это старший, которого юная госпожа хотела бы видеть сегодня. Он уже определил ограничения на 2-м уровне, поэтому я сейчас отведу его к юной госпоже, уважительно сказала Сиэр. А. Весьма примечательно, что он смог определить ограничения на 2-м уровне. Вы скрыли свою истинную базу совершенствования, не так ли? Сначала у женщины было спокойное выражение лица, но после того, как она посмотрела на Хань Ли, выражение ее лица мгновенно изменилось. В тот момент, когда Хань Ли увидел женщину, он определил ее как дьявольского лорда на вершине поздней стадии интеграции тела, и его глаза слегка сузились, когда он ответил. «Я не думал, что смогу здесь вы встретитесь с Даасом из вашей базы совершенствования. Будьте уверены, я скрыл свою собственную базу совершенствования только для удобства». Дьявольская женщина быстро вернулась к спокойному выражению лица и сказала. «Я не сомневаюсь в этом, существам нашей базы совершенствования действительно неудобно ходить без маскировки. В таком случае я отведу вас, повидайся с нашей юной госпожой. Можешь идти, Сиэр». Глава 2125. Таинственная молодая женщина. Намек на удивление промелькнул в глазах Сиэр, когда она обнаружила, что Хань Ли скрывал свою собственную базу совершенствования, но она быстро опустила голову в уважительной манере, дав утвердительный ответ, прежде чем покинуть 2-й этаж павильона. «Пожалуйста, пойдемте со мной, уважаемый Даос. Поскольку вы дьявольский лорд, вы встретитесь с нашей молодой госпожой лично, а не с заменой», сказала женщина, прежде чем махнуть рукавом в сторону лестницы, ведущей на 3-й этаж. Вспыхнул желтый свет, и вырвался всплеск энергетических колебаний, указывая на то, что какое-то ограничение, похоже, только что было снято. В тот момент, когда ограничение было снято, серая руна вылетела из рукава женщины и мгновенно исчезла в пространстве. Хань Ли просто кивнул в ответ, прежде чем проследить за женщиной вверх по лестнице. 3-й этаж павильона представлял собой массивный роскошный зал. В центре зала стоял стол для подношений из чистого белого нефрита, на котором были расставлены такие предметы, как 8 триграмм и жетоны для предсказаний. Рядом со столом стоял маленький и замысловатый котел, из которого вырывалась струйка белого дыма, наполняя всю комнату ароматом сандалового дерева. За столом сидела чрезвычайно красивая молодая женщина в желтой мантии, сидящая на большом стуле и невыразительно играющая с нефритовым веером размером с ладонь. По обеим сторонам зала стояли 8 молодых слуг, 4 мужчин и 4 женщин. Все мужчины были высокими и красивыми, а женщины — красивыми и миниатюрными, и они стояли с почтительным взглядом на лицах. Все 8 из них обладали базами совершенствования стадии преобразования божества. Однако женщина не остановилась на этом и вместо этого повела Хань Ли к лестнице на 4-й этаж. Молодая женщина в желтой мантии поднялась на ноги и сделала реверанс Хань Ли и сопровождающей его женщине. В ответ спутница Хань Ли просто пренебрежительно махнула им рукой. Шаги Хань Ли слегка запнулись, и на его лице появилось странное выражение, когда он окинул взглядом дьявольских существ в комнате. Только с точки зрения внешности и характера он был бы убежден, что молодая женщина в желтой мантии была молодой хозяйкой дома обширного происхождения,
кто бы мог подумать, что она была просто заменой. Имея это в виду и принимая во внимание исследования, которые он провел в доме обширного происхождения заранее, он не мог не стать еще более любопытным, что за человек эта молодая госпожа. Вскоре после этого Хань Ли вместе с женщиной прибыл на 4-й этаж павильона. Как только они прибыли на этот уровень, Хань Ли обвел взглядом окрестности, и на его лице появилось выражение удивления. Не то чтобы обстановка на этом уровне была особенно странной, просто все было устроено так, чтобы было похоже на маленькую сельскую лачугу. Недалеко впереди стояла небольшая хижина с соломенной крышей, в которой стоял ряд простых столов и стульев, а также старая деревянная кровать, на которой лежало одеяло из грубой ткани. Перед хижиной стояло несколько стогов сена и прялка, и все это стояло на просторном участке земли. За прялкой стояла худощавая женщина в грубых суконных одеждах. Она сидела на невысоком деревянном пеньке, и все ее внимание было приковано к прялке перед ней. Один лист грубой ткани за другим медленно выкатывался из колеса, а затем складывался в стопку, аккуратно уложенную рядом с ней. Хань Ли обратил свое духовное чувство к молодой женщине, и на его лице появился намек на удивление. Молодая женщина, казалось, только что достигла стадии преображения в божество, но когда он попытался провести более тщательное обследование, его духовное чувство было отброшено взрывом невидимой силы, исходившей из ее тела, что указывало на то, что она обладала сокровищем, которое может автоматически отталкивать духовный смысл. Женщина уже подошла к девушке, но та просто молча стояла в стороне и не мешала ей. Хань Ли тоже остановился как вкопанный и равнодушным взглядом оценивал молодую женщину. Он уже оценил ее внешний вид и обнаружил, что он был чрезвычайно обыденным. Единственное, что было в ней примечательно, так это то, что лоб ее казался шире, чем у обычного человека, а сосредоточенность на лице как-то очень успокаивала. Молодая женщина очень хорошо разбиралась в том, что делала, и в течение 15 минут вся грубая пряжа на прялке была спрядена. Когда последний лист грубой ткани упал с прялки, молодая женщина выдохнула и с довольной улыбкой посмотрела на большую кучу ткани на земле. Только тогда она повернулась к женщине со слегка извиняющимся выражением лица. «Извините, что заставил вас снова ждать, тетя Джу». Голос молодой женщины был не так уж и приятен, но в нем была неописуемая манящая интонация. База совершенствования молодой женщины была намного ниже, чем у женщины, но последняя демонстрировала очень уважительное отношение, как если бы она была служанкой. «Все в порядке, юная госпожа, мне не пришлось слишком долго ждать. Во всяком случае, я должна извиниться перед вами за то, что привела сюда гостя без вашего разрешения». Хань Ли был очень удивлен, увидев это, и сразу же снова начал оценивать молодую женщину, задаваясь вопросом, была ли она еще одним клоном священного предка. «Я уверен, что гость, которого вы привели ко мне, очень уважаемый человек, тетя Джу. Меня зовут Лань Ин. Могу я узнать ваше имя, уважаемый Даос?» Сказала молодая женщина, повернувшись к Хань Ли со спокойной улыбкой. «Моя фамилия Хань. Меня довольно удивляет, что вы владелец дома обширного происхождения. Вы думаете, я не подхожу для этой роли, брат Хань?» Спросила молодая женщина со слабой улыбкой. С точки зрения базы совершенствования и внешнего вида, эта замена внизу кажется более подходящей для молодой хозяйки дома обширного происхождения, прямо ответил Хань Ли. По правде говоря, эта моя служанка на 3-м этаже здесь не только для показухи. Она способна позаботиться о потребностях некоторых обычных клиентов, но она будет не в своей тарелке, когда дело доходит до гостя с вашей базы совершенствования, ответила молодая женщина. Понятно. Я предполагаю, что большинство гостей, посещающих дом обширного происхождения, сопровождает этот ваш слуга, сказал Хань Ли со слабой улыбкой. Я делаю это по необходимости. Ведь ей достаточно, чтобы заботиться о нормальных гостях. Тут бывает не так много гостей, которые могут удовлетворить критерии, необходимые для того, чтобы видеть лично меня. Вы всего лишь 3-й гость, которого я видела в этом году, брат Хань. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы обсудим, почему вы пришли сюда сегодня. Если вы готовы предложить достаточную цену, мы обязательно удовлетворим ваши потребности, сказала женщина, приглашая Хань Ли сесть. Хань Ли огляделся, прежде чем сделать хватательное движение, пододвинул к себе стул и сел на него напротив молодой женщины. Я уверена, что вы уже провели некоторые исследования нашего дома обширного происхождения, но в качестве формальности я должна сообщить вам о местных правилах. Надеюсь, вы не возражаете, брат Хань? Сказала молодая женщина. Я только недавно прибыл на озеро Голубого водопада, поэтому на самом деле я мало что знаю о вашем доме обширного происхождения. Было бы здорово, если бы вы могли рассказать мне об этом месте, небрежно ответил Хань Ли. Наш дом обширного происхождения на самом деле не обслуживает напрямую потребности наших гостей. Вместо этого мы несем ответственность только за предоставление информации. Мы работаем очень давно, и я не осмелюсь заявить, что мы знаем все, что происходит в нашем священном царстве. Но я осмелюсь сказать, что мы знаем большинство важных секретов в этом царстве.
Вдобавок ко всему, все прошлые владельцы нашего дома обширного происхождения были очень искусны в гадании. Так что даже если мы не располагаем информацией по определенному предмету, мы можем провести гадание, чтобы узнать соответствующую информацию. Однако использование техники гадания сократит продолжительность жизни, поэтому цена этого, естественно, будет очень высокой. Вообще говоря, наш дом обширного происхождения не будет активно поощрять гостя выбирать путь гадания. Вы также должны знать, что какие бы ответы вы ни получили от нашего дома обширного происхождения, вы не должны разглашать их никому другому. В противном случае вы будете занесены в черный список, и вам больше здесь не будут рады. Остальные правила довольно несущественны, и я уверена, что вы не будете намеренно нарушать их. Итак, у вас есть вопросы, уважаемый Даос? Спокойно спросила молодая женщина. Брови Хань Ли слегка нахмурились, услышав это, но выражение его лица быстро вернулось к нормальному. Он неторопливо произнес: «То, что вы мне сказали, соответствует тому, что я уже узнал об этом месте. У меня есть один вопрос. Сколько гостей, которые посетили ваш дом обширного происхождения, получили удовлетворительные ответы?» На лице Лань Ин появилось гордое выражение, когда она ответила: «Я не слишком много знаю о прошлом, но с тех пор, как я приняла бразды правления здесь, у нас не было ни одного разочарованного клиента». Хань Ли был ошеломлен этим ответом, но выражение его лица не изменилось, когда он кивнул в ответ. «Это так? Это вселяет в меня большую уверенность, слыша это. Видя, что ваши сомнения и опасения были стерты, вы можете сказать мне то, что хотели бы знать сейчас. Цена информации будет определена в зависимости от того, насколько она ценна», сказала Лань Ин с серьезным выражением лица. «Я хочу знать, где я могу получить большое количество премиального кровавого риса за одну транзакцию в городе Голубого водопада», без колебаний ответил Хань Ли.